Эмилия стояла на верхней площадке лестницы, осторожно придерживая округлившийся живот. В доме стояла тяжелая тишина, давящая сильнее, чем любые крики. Она давно привыкла к колким замечаниям своей свекрови, к ее вечным придиркам и холодным взглядам. Но сегодня в воздухе витало что-то иное, словно стена между ними вот-вот могла рухнуть. Эмилия собиралась пройти мимо и спрятаться в комнате, когда за спиной послышались тяжелые шаги. «Ты все еще думаешь, что моему сыну нужна ты?» — холодно произнесла свекровь, сжав губы. «Беременная, думаешь, этим удержишь его?» Эмилия промолчала, понимая, любое слово вызовет бурю гнева. Внутри шевельнулся ребенок, и сердце матери жалось. Она положила ладонь на живот, стараясь защитить малыша от враждебности. Свекровь подошла ближе, лицо ее исказилось яростью. «Ты разрушила мою семью. Из-за тебя он отвернулся от меня», — прошипела она. Эмилия отступила на шаг, но за спиной была лишь лестница. Вдруг свекровь резко толкнула ее. Тело сорвалось со ступени, и Эмилия полетела вниз. Время растянулось, каждая секунда казалась вечностью. Она видела, как ступени мчатся навстречу, сердце билось в горле. Руки судорожно пытались удержаться за что-то, но все было тщетно. Удар. Боль пронзила тело, но в голове оставалась лишь одна мысль — ребенок. Она сжала живот, пытаясь защитить малыша. Наконец, тело остановилось на холодном полу. Мир расплылся перед глазами, стены стали размазанными пятнами. Где-то сверху послышался крик. Это кто-то из родственников заметил падение. Но громче всех прозвучал испуганный голос свекрови. «Что я наделала?» Эмилию срочно доставили в больницу. В операционной каждая секунда казалась вечностью. Белые стены ослепляли, приборы пищали, а врачи действовали быстро и слаженно. Ее страх был только за маленькую жизнь внутри. Молодая врач мягко, но твердо сказала: «Мы сделаем все возможное. Держитесь ради ребенка». С каждым мгновением сердце Эмилии сжималось все сильнее, пока, наконец, на мониторе не ожил ритм малыша. У нее покатились слезы, ребенок был жив. Муж, бледный и дрожащий, сжал ее руку и шептал: «Ты моя сила, моя жизнь». На следующий день дома стояла гробовая тишина. Свекровь, сгорбившись, сидела в углу, осознавая, что ее власть окончена. В дверь вошел сын, твердый и решительный. «Ты потеряла мое доверие, мама. Отныне ты не вмешиваешься в нашу жизнь», — сказал он. Эмилия, слабая, но живая, встала рядом с мужем. Они держались за руки, показывая: теперь они единая семья. Свекровь поняла, старая власть закончилась. Все, что ей осталось — пустота и горькое сожаление о том роковом дне на лестнице.